Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодняшний наш таро расклад будет на тему, а нужны ли вы ему по-настоящему. И этот вопрос волнует многих, ведь никто же не хочет быть просто временной забавой или удобным вариантом, не правда ли? Давайте погрузимся в глубину его чувств, намерений и скрытых мотивов. Расклад приведет нас через череду вопросов, постепенно развивая эту тему. И как обычно мы будем работать, сперва оттолкнемся от вашей ситуации, а потом посмотрим в потоковом чтении, какие вопросы будут приходить мне в процессе. И я, Алехандро, свечу зажигаю на вопросы. Нужны ли вы ему? Отвечаю, свече гореть, правде быть. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на загаданного партнера, мужчину, женщину. Этот расклад Таро на отношения, он больше, конечно же, подходит женщинам, но мужчины также могут посмотреть на ситуацию со стороны. Давайте сначала по традиции, чтобы вы понимали, ваш это расклад или нет, посмотрим 5 карт на ситуацию, которая происходит между вами, прямо сейчас. Знаете, вот эти ваши отношения, они, во-первых, как какая-то магия, как волшебство. Здесь сразу выпадает саламандра, и здесь вот прямо формула огня идет. Эти отношения, они как минимум волшебные, они как минимум необычные, может быть магические, может быть мистические. Но если вы чувствуете, что они какие-то мудрые или премудрые, то это вот точно ваши отношения. И они, знаете, вот идут такие, как будто бы вы в горах, но в горах, знаете, таких, в которых вам спокойно. То есть вы не идете, например, там на какую-нибудь, в какую-то гору, где вы боитесь или рискуете, да, а вот именно вы в этих отношениях как в горах, но вам там в принципе нравится, да, вот так. То есть нелегко, но классно, давайте вот так скажем, пока что то, что я вижу. Ну, а вы уже можете написать, как у вас на самом деле. Здесь есть атамы, может быть, у вас тут фонит какие-то вспышки, конфликты, может быть. Но, как минимум, может быть, вы оба, как партнеры, или кто-то из вас достаточно такой острый на язык и вспыльчивый человек. Что тут еще есть? О, здесь уже прямо у нас появляется чудовище с женским лицом и змеями вместо волос. У вас, ваш союз, вот эти ваши отношения, эти отношения, они периодически конфликтные. Причем женщина, тут может быть недавно была вспышка какая-то или гнева, или агрессии, но в этих отношениях вы как будто бы оттачиваете искусство быть самим собой. То есть здесь есть и мудрость, и очень много змей. Да? То есть, по сути, сама вот эта карта, она обозначает Медуза Горгона, она обозначает искусство. И учитывая то, что в Саламандре у нас есть магия мудрости, а здесь есть магия некого искусства, то, в принципе, какая бы ни была сложная ситуация у вас, вы как бы, стараетесь находить мудрое решение. Мудрое решение конфликтной ситуации. Вот так вот. Пока что я это вижу. У женщины здесь женщина может очень сильно переживать и быть более давайте так скажем, дальнозоркой или дальновидной, нежели мужчина. А мужчина будет более рассудительный, да. И женщина здесь, скорее всего, больше вспыльчивая все-таки. Идем дальше.
Ну, центральная карта. Здесь идет, как будто бы вы сейчас или в разных местах, то есть вы отдельно в одном месте, ваш партнер в другом. То есть вы пока сейчас не вместе, это раз. Но вас тянет один к другому. Здесь идут нимфы, а нимфы это всегда ну, как бы женская энергия, которая соблазняет мужскую, да, то есть мужчина за вами сейчас скучает, если вы не вместе, это такая как бы ситуация, вас тянет друг к другу, сексуальное влечение, вот, но здесь даже это не главное, главное, что каждый из вас имеет некую надежду, что все по идее наладится, и это тщательно скрывает, это скрывается, и прямо сейчас зарождается что-то новое. Ну, а поскольку у нас расклад, как обычно, несет в себе некое намерение, да, трансформировать какую-то ситуацию в лучшую сторону, то веруя в то, что как бы не было тяжело в горах, да, или какие бы ни были вспышки, все равно мудрое ваше искусство, вас двоих, обоих, да, в этой ситуации, оно приведет рано или поздно вас к чему-то существенному в этих отношениях, да, более существенному. Хорошо, у меня пока что такое ощущение, что у нас здесь и сейчас каждый из вас верит в позитив, но женщина притягивает к себе мужчину здесь. То есть здесь именно женщина соблазняет мужчину. То есть здесь саламандра, она идет как будто бы возбуждение мужское, а медуза, да, это женское искусство соблазнять мужчину. Ну, кстати, медузы, горгоны, они, почему? Они как раз вот и соблазняли, да, и нимфы тоже соблазняли, и медузы, горгоны соблазняли, да, вот так вот. Ну, почему-то такое идет поток. Дальше смотрим. О, смотрите, здесь выпадает крылатый конь, очень классная карта на какое-то что-то натуральное, прямо такое неподдельное что-то у вас есть. То есть у меня такое ощущение, что как минимум вы надеетесь на честность, открытость, ну она к будущему идет, да, ближе. То есть стремитесь быть как можно откровенными в этих отношениях. Но как бы стремитесь, мы еще будем проверять, может выпадет какой-то вопрос, да, такой, пойдет с потока. И я так скажу, что женщина здесь, она окрыляет своей вот этой где-то, ну, каким-то, может быть, искусством или красоты своей, или ума, мудрости, или сексуальной привлекательности, окрыляет мужчину. Здесь прям Пегас и природа, то есть мужчина, может быть, стремится быть самим собой рядом с этой женщиной. Хотя я не говорю, что эти отношения прям легкие, но он стремится как может, да, то есть он вдохновляется чем-то, и Пегас всегда об музе, об вдохновении и о чем-то натуральном. То есть что-то есть какая-то прямо... Вот здесь вроде бы была, может быть, и вспышка, да, какая-то, ну, конфликтная, например, ситуация, но это все равно окрыляет как минимум мужчину здесь. Пегас всегда мужская муза, да, то есть женщина здесь становится некой музой, да, она из медузы и нимфы превращается в некую музу. Окей. Ну и здесь есть Пегас, смотрите, обратите внимание, здесь женщина, то, что я говорю, да, здесь женщина, она как бы вот Пегас и здесь Пегас, то есть она мужчину вдохновляет, даже когда она, ну, может быть, где-то агрессивно себя ведет, да, может быть, потому что змеи, они часто об агрессии некой. И медуза горгона это не самый такой прям, ну, не самая лайт версия женской эманации, да, но тем не менее, все равно, вот, допустим, у меня такое ощущение, что чем сильнее женщина злится в этих отношениях, тем больше окрыляется мужчина, да.
Ну, намека на вампиризм я здесь не вижу. А это происходит просто энергообмен, и у женщины здесь действительно много энергии. То есть женщина, скорее всего, здесь такая экспрессивная больше, а мужчина такой более спокойный. Оба могут быть творческими людьми. Здесь союз двух творческих людей. И не обязательно это там оба пишут стихи или пишут музыку. Нет. Ну, один может, допустим, например, писать стихи, а второй делать какие-то проекты IT, да, или там инженерии какой-то, там биоинженерии или строительства. Ну, понимаете. Ну, что еще здесь есть? Давайте посмотрим. Ну, здесь есть некая агрессия. Мне она не очень нравится, эта карта. Здесь прямо тролль выпадает. А тролли, они обычно, ну, какой-то брутальности. То есть здесь огонь, а здесь тролль. Мне, как бы внутри мне все нравится. То есть внутри ваш союз, как бы на здесь и сейчас. Если прибрать вспышки какие-то, агрессивность вот эту и брутальность, то есть... Знаете, в чем проблема? Как бы каждый из вас в этих отношениях, скорее всего, вдохновляя друг друга, стремится к самовыражению и где-то подавляет, ну, свою вторую половину. Либо внешнюю, ну, как бы, например, мужчина подавляет женщину или женщина мужчину, либо внутреннюю. Но учитывая то, что здесь тролль прямо выпадает, не знаю, молот, здесь очень сильное мужское проявление. У меня такое ощущение, что женщина пытается сделать мужчину более мягким, а он вот как бы не хочет быть более мягким, или более открытым, или более культурным, или более цивилизованным. Ну вот, как минимум, мужчина как бы немножечко уперся в какой-то негативный аспект, да, то есть... Ну или может не хочет отказаться от чего-то, что не делает его мягче или не делает его чище, лучше там, или совершеннее и так далее. Ну вот такая фабула. Не будем сильно углубляться. Давайте мы все-таки пойдем с вами по вопросам, которые вот, могут здесь у нас сегодня проявиться. Я хочу настроиться на поток, настраиваюсь на саламандру, на мудрость саламандры и дух огня, как первая элементаль огня здесь, да, начинает. Давайте тогда спросим, как он воспринимает вас в своих мыслях и насколько вы там часто появляетесь, да. Вот мысли все-таки здесь есть, да, вот как он воспринимает вас в своих мыслях. Но он осознает, я вам так скажу, что вы как бы сделали или создаете некий хаос, да, он осознает. То есть он вас воспринимает как источник хаоса, из которого вы вместе не можете вырваться. То есть, скорее всего, до вашего появления его жизнь была более упорядочена. Здесь осмысленность, сразу говорю, и, ну, некий... божество трикстер в виде паука. Ну, трикстеры обычно они о некой такой хаотичности какой-то или беспорядке, а паутина и паук это, то есть, как бы мы, как бы, или вы вдвоем, да, но мы, когда с этим сталкиваемся, да, попадаем в некую такую, ну, ловушку, да, условно говоря. Поэтому он четко воспринимает вас как источник хаоса, в котором он завяз вместе с вами, и, ну, может быть, он пытается его контролировать каким-то образом, будучи брутальным, да, и стучит там кулаком, например, или делает какие-то несвойственные вам или вашим взглядам, вашим программам поступки, да, вот так. Хорошо. Давайте тогда спросим, вот тут как раз Медуза Гаргона, да, и это она вот такая вот у нас, и Пегас, она какая-то эмоциональная такая, у меня идет поток. Какие эмоции вызывает ваш образ, вот этот вот искусство, да, в его сердце, вот сердце его, да, какие эмоции вызывает его, ваш, точнее, образ в его сердце. Какие эмоции вызывает ваш образ в его сердце?
Ну, смотрите, здесь даже гарпии появляются. Ну, гарпии это так вот о крике каком-то, да. Гарпии, они очень, очень громко кричали, да, раньше, как минимум. Медуза Горгона, гарпия, нимфа, это все о вас, о женщине, да. Вот тут такие ассоциации идут, ну, карты прям такие выпадают. Но, смотрите, тем не менее, ему нравится то, что происходит. То есть, как бы, это... воодушевляя его как Пегаса, да, это еще и несет некие музыкальные, ну, вносит некие музыкальные нотки, где его пространство, его мир, да, и его эмоциональный фон наполняется нотками праздника. То есть это приподнимает его мужскую энергию саламандры, давайте так скажем. То есть это возбуждает этого человека, может быть и в сексуальном плане, может быть в психоэмоциональном плане, но это хорошее возбуждение, то есть это позитивное возбуждение, то есть в его сердце ваш образ возбуждает в нем позитивные ощущения, ощущения праздника. Прекрасно. Ну хорошо, давайте, раз вот тут нимфа пришла у нас, да, и есть луна прямо и лебеди, ну давайте тогда спросим, насколько он привязан к вам на уровне души, или даже не привязан, но пока что связан, учитывая то, что есть паук, есть медуза Горгона, да, это некий такой плен женский, да, вот насколько на уровне души он связан с вами, или привязан, да, давайте, как вам удобно, так и скажете. Но я вам так скажу, если вы оба в фертильном состоянии, то, ну, ваша фертильность соответствует норме, условно говоря, где вы можете родить ребенка и его тоже, то, в принципе, он привязан настолько, что у вас может быть даже родиться или ребенок, или какой-то что-то вы можете родить вот на самом деле, да. Но прямо кентавр о плодородии, и здесь такое у меня ощущение, что если, ну, как бы ребенок не актуален вам, то может родиться, допустим, у каждого из вас какой-то оригинальный проект, то есть ваш союз, он действительно творчески стимулирует каждого из вас, и учитывая то, что вы оба творческие люди, а здесь прямо нимфа, и тот проект, в который вы оба верите, тот проект и получится у вас. Да? Он станет, ну, как бы плодотворным, да, вот так. Хорошо. Ну вот смотрю я на этого Пегаса, да. Давайте спросим. Все-таки Пегас, он не только о какой-то легкости, да. Это крылья, это всегда о расстоянии каком-то. И голубь это о какой-то связи, о почте. И учитывая то, что вы сейчас, вот, допустим, он лицом к вам, да, тут прям какая-то прям идет, хоть и природа, да, но, допустим, вы в Италии, а он где-то в Венгрии, например, да, или в Греции. Понимаете, то есть вы в разных местах, это карта о разных местах. Давайте спросим, чувствует ли он вас на расстоянии, да, вот так. Вспоминает ли, чувствует ли, вообще, что внутри него, когда вы на расстоянии. Ну, вообще, чувствует ли он вас на расстоянии. Он чувствует, но его, я вам так скажу, ему вас не хватает. Здесь прямо идет... И вот это существо с телом быка и орлиными крыльями и человеческой головой. Это так называемый shadow, да, такой образ. Но это всегда об целительстве неком, да. И то есть он, когда не с вами, он не радуется тому. И учитывая то, что это целительская карта, да, или карта целителя, вот, это говорит о том, что он страдает и он болеет. То есть, ну, ему действительно не хватает. Пока очень такой позитивный какой-то расклад, да, получается, прям аж интересно, да. Но мне как бы часто винят в том, что у меня все время негативное.
нет, у меня 3000, 4000 видео почти уже, да, там без 100 видео 4000. Посмотрите, полно позитивных роликов, да, просто, ну, кто ищет, тот находит, да, ну, может быть, если у вас все плохо по жизни, то вы только и притягиваете негатив, да, к себе, это ж нужно уже с этим что-то делать. Хорошо, отвлеклись немножко. Давайте тогда спросим. Ну вот тут пойдем, почему-то мне такое хочется спросить. Вот эта карта, она достаточно такая мерзкая, да, или отталкивающая. А мы зададим обратный вопрос. Что его притягивает к вам больше всего? Что именно его притягивает к вам больше всего? Давайте вот так спросим. Что его притягивает к вам больше всего? Ну, я вам так скажу. Здесь сновидение выпадает или капа. А капа — это водяной демон, который как бы имеет с одной стороны черты черепахи и обезьяны, да, такая вот фигня. Но здесь какое-то ощущение у меня такое спокойствие и какого-то нереального балдежа, блаженства, нереальный балдеж и блаженство. Слышите, как идет из потока здесь вот это. Так, колода такая интересная, можете попробовать ее самостоятельно поработать с ней. То есть он, ну, как будто бы себя чувствует в состоянии такого насыщенного комфорта, где ему все классно. Интересно. Оп, оп. Хорошо, но тут же есть и такие карты спорные, пока так просто выпадает. Да? Хорошо. А давайте спросим. Ну, все-таки здесь трикстер, да, о хаосе, да. Какие сомнения и страхи у него связаны с вами? Ну, он боится быта с вами, боится быта, не знает, какой он будет хозяин, какой со временем вы будете хозяйкой. То есть вот такое. Карта такая достаточно бытовая, и, ну, это вот такой домовенок, который домашний помощник, да, выпадает. То есть все, что на уровне быта, пока для него непонятно, да, то есть справится ли он с простыми задачами на уровне, на бытовом уровне. Ну, то есть, смотрите, здесь как бы какие страхи. Может быть, у человека есть уже опыт в быту, да, и он, ну, как бы тогда не справился. Ну, какой-то предыдущий горький опыт. С другой стороны, он где-то может быть партнер такой, знаете, гениален в чем-то своем, там, например, математике или там, к примеру, или еще в чем-то, да, а вот в быту вот будет он там наизнанку носить рубашку, например, там, или разбрасывать носки и так далее. То есть бытовые вопросы его будут напрягать. Ну и точно так же он может сомневаться и в вас, да, может быть, он действительно хочет, чтобы вы были в быту там как-то более бытовой половиной вопроса, да, занимались, а его это не касалось, а вам это как раз вот тоже не очень, да, как говорится, поэтому вот так. И, друзья, пришло самое время поставить пальчик вверх и подписаться на канал. Не забыть. Хорошо, давайте следующий вопрос посмотрим. Я вот настраиваю сейчас на вот эти карты. Вижу гарпию. Вот, и вижу течение, да. Давайте спросим, как он видит ваши отношения в перспективе. Как он видит ваши отношения в перспективе? Ой, ну здесь смотрите, здесь Кракен. Кракен такой больше мужская карта. И контроль. Он хочет контролировать все, во-первых. И во-вторых, он надеется, что если сейчас тяжело, то дальше будет легче. Но вот это легче будет при условии, если он возьмет все под контроль. Но учитывая то, что у вас тут и Медуза Горгона, и Гарпия, и Нимфы, вот, а на него выпадает прям Кракен и Кентавр, да, то, может быть, вы не хотите отдавать контроль в его руки, да, ну, вот такое ощущение у меня выпадает.
Ну и он как бы стремится к чему-то такому стабильному, и где-то он стремится к тому, чтобы в перспективе избавиться от каких-то страхов и, может быть, где-то успокоить что-то, да, то есть успокоиться как-то, может быть, или ну, не разрываться на куски, на части. Почему-то у меня вот такой поток идет. Угу. Окей. Хорошо. Ну, давайте тогда спросим. Плодородие и облегчение такое, вроде бы как с одной стороны он старается, а с другой стороны хочет, чтобы полегче было. Давайте тогда спросим отсюда, готов ли он вкладываться в развитие ваших отношений, да? Просто скажем вкладываться, а посмотрим, как оно проявляться будет, да? Готов ли он вкладываться? О, здесь выпадает очень сложная карта. Гигант — это очень хорошая карта. Очень хорошая карта. Да, готов. Да, готов. Но здесь есть аспект невинности. С одной стороны, он готов колоссально вложиться, а с другой стороны, возможно, он не хочет быть жертвой. То есть он должен понимать, почему-то у меня такое идет, он должен понимать, чем он жертвует тогда. Да? Смотрите, гигант, у него потенциал очень высокий, а невинность говорит о том, что как бы, может быть, это где-то наивность какая-то. Ну, давайте так скажем, он готов вкладываться, если будет четко осознавать, что им не пользуются, вот так, не используют его, ну, в грязном смысле этого слова, давайте так скажем. А давайте тогда спросим, а есть ли чувства, вот, чувства, которые он скрывает? Тут я посмотрел исцеление и воодушевление, да, какое-то противоречие. Есть ли чувства, которые он скрывает? Есть ли чувства, которые он скрывает? Нет, я не вижу пока. О, здесь такой индийский знак. Индийский знак. Но карта духовности и очень много стрел, да, то есть змеиное туловище и человеческая голова идет. То есть, если спросить, чувства, которые он скрывает, могут касаться только его целей, личных целей. То есть, его личных целей. То есть, он может скрывать чувства только те, которые касаются его личных целей. Слышите? Только вот это вот. У меня почему-то, знаете, у меня рефлексия сработала на хвост змеи, да, на вот эту погремушку, и на чешую, на защиту, да, на змею, с одной стороны, на спокойствие и цели. То есть, по сути, как бы духовность, карта очень хорошая, то есть это высокочастотная. У вас тут достаточно такие интересные отношения, высокочастотные, творческие. Но чувство, которое он скрывает, касается его конкретных целей. Может быть, каких-то сокровенных мечт. И, ну, может быть, например, когда вы его отрываете от какого-то своего задания, проекта, вот, тогда он, те чувства, которые у него вырываются, он их скрывает. Поэтому, ну, может быть, он скрывает, как он на вас злится, когда вы его отрываете от своего творческого процесса. Вот это вот у меня сейчас идет. Окей. Хорошо, давайте тогда переспросим. Почему он скрывает свои... Почему он скрывает... Даже не так. Почему он избегает именно открытости в чувствах? Вот если это вам действительно актуально, у меня почему-то идет вот какое-то вот здесь вот скрытие, да, сокрытие вот в этой вот фигуре. А здесь какая-то жесткость, да? Давайте так. Почему он избегает открытости в чувствах? Вот этот вот вопрос.
Почему он избегает открытости в чувствах? Здесь прямо медитация. Знаете, этот человек немножко такой, немножко в себе ушел в себя. Опять рогатая змея и человек, мужчина с телом змеи. И медитация идет, да, здесь. И опять действительно водяной дух. Водяной дух — это о чувствах, вода, обитающий в реках и озерах. Может быть, из-за того, что вот особенности характера такие, все-таки здесь больше водяной дух — это душа. Душа, то есть характер, вот такой характер у человека. Кстати, если он, особенно если он, сейчас я вам скажу, кто стрелец, рыба, стрелец, рыба. Ну, пока стрелец, рыба у меня почему-то идет. Особенно если он стрелец, рыба. Ну, здесь стрелец, здесь знак стрелец был. Ну, он здесь по огню идет стрелец, а здесь прям вот стрелец. Но рыба сам по себе вода. Водный знак. Окей. Поэтому открытости в чувствах он еще может избегать, потому что ему когда-то это обошлось дорого. Здесь, видите, чувства, они внизу. И монеты прямо. Поэтому, ну, где-то, давайте так скажем, он знает цену этим чувствам. Вот так вот пока что. Хорошо. Ну, давайте тогда следующий спросим вопрос. А какую роль, вот давайте так, вот как раз вот этот вот человечек, да, который бытовуха, какую роль вы занимаете в его жизни в данный момент? Какую роль вы занимаете в его жизни в данный момент? Я прошу прощения. Какую роль вы занимаете в его жизни в данный момент? А роль любимого человека здесь прямо петух. Ну, вообще это Василиск, да, ну, это петушиные знаки, дракон и так далее, да. Ну, во-первых, он вас любит, роль любимого человека, но вы вот его именно вот драконите. У вас вот такие отношения должны быть на контрасте, да, с перчинкой, как говорится, или с золотым с петушком, да, с петушком золотым гребешком, вот такое почему-то. Какую роль вы на первом месте? Петух, он всегда на первом месте, поэтому... Ну и любовь выпадает. Да, тем не менее, Василиск, кстати, это чудовище с головой петуха и крыльями летучей мыши. Не лучший образ, но, наверное, в этом и есть вся фишка. Где вот такой контраст у вас. Здесь почему-то у меня такое ощущение, что мужчина, он такой более флегматичный, спокойный, а женщина больше такая вспыльчивая, взбалмошная. Ну или диаметрально противоположно. Женщина, наоборот, флегма спокойная, а мужчина как петух тогда будет кукареку, да, условно говоря. Ну, в смысле, хорошем смысле этого слова. Не петух, а Василиск. Вот так. Окей. Давайте тогда спросим, дорожит ли он вашими чувствами? Эту карту мне почему-то... Здесь, видите, сокровище. Ну, сам по себе кракен, это о воде, о чувствах. Дорожит ли он вашими чувствами? Дорожит ли он вашими чувствами? Да. Дорожит. Причем интересно, выпал Нептун, русалка. Он четко понимает, что происходит. Он подбирает к вам ключи. Он уже даже он к вам 3 ключа уже подобрал. То есть он ключики к вам подбирает. Потом, мало того, то есть ваше присутствие для него как дар. Вот таким вот образом. Слышите, да? И то, что вот у вас выпадает именно русалка, это говорит о том, что ваши чары
имеют над ним по Нептуну власть. И мало того, что он к вам ключи подбирает, я вам так еще по секрету скажу, у вас, наверное, если у него 3 ключа от вас, да, допустим, если у него есть 3 ключа от вас, то у вас, наверное, все 4. Но как минимум вы тоже понимаете, как подобрать к нему ключ. Понимаете. Причем у вас здесь Водолей — это всегда понимание. Вы понимаете, как это сделать. И вы понимаете друг друга. Вот это важно. Окей, хорошо. Давайте спросим, боится ли вас потерять. То есть то, что он дорожит вашим присутствием, и вы для него как дар, когда присутствуете возле него, это хорошо. Это... А вот может он не боится вас потерять. Но может быть и не надо, чтобы он боялся вас потерять. Боится ли он вас потерять? Ну, вы знаете, у меня тут страха нету. Не приходит тут у меня какое-то, знаете, в потоке ничего. Я скажу, что нет. То есть у меня нету противоречия никого здесь. Выпадает аркан совершенствования. Кошка здесь есть. То есть нет, ответ нет. Не боится. Не боится. Хорошо, а если бы... Давайте перепроверим. Если бы завтра он вас лишился, как бы он отреагировал? Ну, например, вы взяли и улетели куда-то, ушли. Как он бы отреагировал, если бы завтра лишился вас по какой-то причине? А вы знаете, он бы попытался взять ситуацию под свой контроль и хитростью вас вернуть. Слышите? Хитростью. Выпадает, во-первых, лиса. Хитрость. Причем вернуть вас таким способом, которым еще ни разу не было. То есть вы не будете подозревать, что это он там как бы или он что-то задумал. И знаете как? Он будет это настойчиво делать. Вот так вот интересно. Ну и власть все-таки, власть — это ситуация под контролем, поэтому, ну вот, если бы вдруг вы куда-то смыкнулись, да, вас бы начали преследовать хитрым способом. Интересно. Как вы думаете, видите, приходит, как вы думаете, есть ли в нем сомнения, в правильности ваших отношений? Потому что все-таки хаос есть, вот оно откуда приходит. Видите, аж сюда меня занесло, в эту карту. Нет, а знаете почему? Потому что он кайфует. Здесь идет блаженство. И здесь, знаете как, какие бы ни были, условно говоря, тараканы, блохи или какие-нибудь другие ненужные элементы, он как бы справляется с этим. Поэтому я скажу так. Он не считает ваши отношения неправильными. Его все устраивает, а те какие-то мелкие тараканы или как они, кровососущие или гнусы, да, вот так вот, гнусы, а все гнусы, которые могут присутствовать в ваших отношениях, ну, как бы они ему не мешают. Почему? Потому что, будучи волком или собакой, ну, это вообще собака, здесь огромная черная собака, ну, он как бы кайфует просто с вами и о блаженстве, поэтому этой собаке, условно говоря, да, ну, давайте так скажем, ей с такой хозяйкой комфортно, несмотря на то, что блох или гнусов хватает. Но они всегда есть, да, паразиты есть всегда. Куда ж без них денешься? Хорошо, давайте посмотрим тогда.
Немножко есть такой кашель, да? Зимняя пора года, да? Давайте так спросим. Готов ли он открыться вам полностью? Вот так. Готов ли он открыться вам полностью? Ну, тут же любовь, Василиск, да? Готов ли он открыться вам полностью? Пока не готов, но все в процессе. То есть это не исключено. То есть оно может быть даже вот так вот. Валькирия выпадает, да, то есть почему? Не готов, у вас напор сильный. То есть где-то вы торопите события и, может быть, вы реально газуете. Ответ нет. Еще раз, Валькирия — это воинствующая дева, у вас, учитывая то, что там и гарпии, и эти, господи, как они, горгоны, медузы и так далее, да, там и нимфы, и русалки, то есть все такое вот эмоциональное. Пока не готов, потому что чувствует такой напор. Но это не исключено. Окей. Хорошо. Какие, давайте тогда спросим, какие у него намерения по отношению к вам? Что хочет делать? Ну, сейчас я хочу сказать так. Что он намерен сделать? Он намерен сделать, чтобы вы и он успокоились, то есть тишина сразу выпадает. А Феникс как можно быстрее перезагрузить эти отношения, чтобы в спокойном состоянии каждый из вас мог слышать себя и не чувствовал себя павлином или курицей или петухом, да, чтобы не было вот этого вот петушиного такого какого-то петушиного диалога, да, то есть, конфликтной ситуации. Поэтому, по сути, давайте так скажем, он намерен, давайте так скажем, да, он намерен успокоить, угомонить эту ситуацию, да, чтобы вы угомонились или как-то успокоить вас. Вот так вот тишина, да, и Феникс — это реинкарнация какая-то. То есть дать вам подумать, дать вам возможность остыть, переспать с этой мыслью, чтобы вот как бы утром уже было другое видение и другое чувство, да, вот снять некие такое напряжение, да. То есть и сделать это немножко таким способом, исцеляющим в нехватке чего-то, да, то есть друг друга не хватает, перестрадал, да, и обновился, да, вот скинул лишний балласт, энергию скинул, да, и стал как бы моложе и сильнее, вот таким вот образом. Поэтому он вас хочет немножечко так успокоить и дать вам, чтобы вы почувствовали себя более легко. Хорошо, давайте спросим, как он представляет будущее ваших отношений, и какие у него там мечты, возможно, да. Тут совершенствование идет, это о каком-то развитии, о будущем. Так, здесь душа. Он бы хотел, чтобы вы жили душа в душу. Ну, смотрите, здесь дракон прямо выпадает. И здесь прямо Венера, да, с этими... Безрукая Венера, да, женская. Ну, давайте так скажем. Он бы представлял себе, и тут даже кольца есть. Прекрасно. 3 кольца. 3 кольца есть. Это объединение триединое. Отец, Сын, Дух Святой. Смотрите, как интересно. Поэтому давайте я так скажу. Будущее ваших отношений он может представлять с кольцами. Но есть тут 3 кольца, возможно, у вас, если у вас там вдруг соперница какая-то там, или жена бывшая, или настоящая, и так далее. Тем не менее, душа душу. Поэтому, если вы сможете как бы выжечь, да, огнем саламандры всех драконов, которые в центре, да, то, скорее всего, кольца у вас и появятся. Окей, прекрасно. Прекрасно. Поставьте на паузу и напишите, что вы чувствуете, когда я говорю вот по этому дракону и делаю такой позитивный прогноз. Объединиться с кольцами. Прекрасно. 3 кольца.
1, 2 и 3 кольца, третье даже. Хорошо. Может быть, вы третий раз замуж выйдете, или он третий раз женится, да? Давайте тогда спросим, а что мешает ему проявлять себя так, как бы он хотел сейчас, да? Да ничего ему не мешает. Здесь выпадает оборотень, а оборотень это человек, который двойственный. То есть он может себе позволить быть другим. И когда конфликтная ситуация какая-то или лунное влияние на него, а лунное влияние это именно женское влияние, а женское влияние связано с циклами, с луной. Поэтому давайте я так скажу, что ему ничего не мешает проявлять себя так, как бы он хотел. Он есть тот, кто он есть, и он себя не скрывает, скорее всего. Ну, по оборотню точно, потому что как только Луна, вы сами видите, какой он оборотень получается, да. Святость, ну, может быть, где-то он следует своим принципам, да, и не хочет быть хуже, чем он может быть. Вот так. Поэтому, по сути, он и есть тот, кто есть на самом деле и старается ничего не скрывать. Ну, я тут не вижу какого-то... Да, он может быть там брутальный, да, он может быть оборотнем, да, он может быть не таким каким-то там идеальным, но тем не менее. А давайте тогда спросим, а как он... Нет, не как он. Как он, мы немножко позже пойдем. И спросим все-таки, какое влияние на него оказываете вы. Вот. Вот это вот. Потому что здесь оборотень. Здесь вот вашего влияния полно. Вот как раз и пришло. Какое влияние на него оказываете вы? Ну, вы его спасаете. Здесь просто очень крутая карта. Грифон — это защита. Каким-то образом вы его уберегаете. Его власть, его авторитет. Уберегаете его от обстоятельств. Уберегаете его от потери каких-то ресурсов. Власть. Вы спасаете его власть, по сути. Может быть, власть над собой. Прекрасно. Окей. Хорошо. Давайте тогда спросим. Давайте спросим. Пойдем по энергиям. Как он реагирует на вашу энергетику? Вы на него благотворительно влияете. Здесь возрождение идет. Как минимум, ну, если так брать, кто кого вампирит, то он вас подвампиривает. Если вы его исцеляете, защищаете, то он возрождается благодаря вам. Прекрасно. То есть, энергетически вы подходите. Да, вы можете быть на конфликте, но энергии ваши совпадают. Скорее всего, и как минимум, ну, если они не совпадают, то ваша энергия его поддерживает. Давайте так скажем. Поддерживает на бегу и на лету, да, вот так. А Грифон же гиппогриф даже здесь. Но это такое волшебное существо, он полуконь, полугрифон. Кстати, не переносит грубости и хамства. Поэтому это, скорее всего, вы грубости и хамства не переносите, потому что рядом с ним лежит тролль, а тролль это вот как раз вот брутальный человек. Но тут уже смотрите, может быть это ваша грубость и хамство, а он такой прямо, я не знаю как это называется, сноб, да? Или кто он там, интеллигент. Вот. Ну хорошо, давайте дальше смотреть. Вот какие перемены запускает в нем или какую трансформацию в нем производит то, что вы связаны, ваши отношения? Ваша связь, какие перемены в нем запускает? Ну, она полностью перезагружает. То есть, вот смотрите, вы друг для друга глоток чистого воздуха, чистой воды. Вот такой вот идет почему-то. Ну и прекрасно, отлично. То есть он обновляется, вы обновляетесь. Ну, как минимум он обновляется, потому что мы спрашивали, ваша связь в нем запускает. То есть он живет как бы с чистого листа. Новую жизнь живет. Но это такое часто бывает, когда у одного человека энергия высокая, а у второго пониже. Но как минимум здесь
если речь идет, допустим, мы гадаем на мужчину, то у женщины здесь потенциал офигенный, там бездонная бочка, там батарейка на 300 на там, 500 киловатт, да. Можно ехать 5000 километров, условно говоря. Ну, как бы как в электромобиле, да. Хорошо. Давайте тогда спросим. А видит ли он вас как важного человека в вашей судьбе? Видит ли он вас как важного человека в вашей судьбе? Ну или как бы пустота здесь. И здесь пустота. Ну, здесь выпадают эльфы. А эльфы, они мастера обычно, мастера слога, слова, стиха. Они же разговаривали стихами. Эльфийские песни, они как бы, ну, они такие посредники магии, да. Но пустота. И здесь пустота. Он еще не осознает до конца важности вашей. Нет. То есть, смотрите, видит ли он вас как важного человека в своей судьбе? Нет. Почему? Потому что до конца не осознает. Хотя у нас тут много осознанности, мудрости какой-то. Но здесь эльф. А может быть, здесь просто его значимость, его корона почему-то у меня идет. Вот его внутренний нарцисс. Ну, пока в хорошем смысле этого слова. Мы не смотрим сегодня какие-то отклонения, да. Нарцисс присутствует, да. Или его эго пока что еще не может как бы дать вашему эго стоять рядом на одном уровне. То есть, если у него есть корона, то его корона всегда выше вашей, понимаете. У вас, кстати, идет где-то, может быть, конфликт или осознанный, или подсознательный на этом уровне. Имейте это в виду. Ну, так. Поэтому ответ пока нет. На данный момент нет. То есть, ну, не всегда ж все да. Вот на вопрос, видит ли он вас как важного человека в своей судьбе, пусто, но эльф. А эльфы это всегда мастеры слова. Поэтому, ну, когда-то оно сформируется у него, скорее всего. Ну, или его эго действительно говорит, да, самый главный человек, самый важный человек ты. Поэтому все остальное как бы не важно, да. Давайте тогда спросим, ну, если так, то в чем его главная внутренняя борьба по отношению к вам, если он не видит вас как важного человека, да? Но в этом вот и суть роста, видите, рост выпадает, и опять вот как бы духовный, водяной дух, обитающий в реках, озерах, конь, да, то есть, ну, суть, ну, вот, в чем его внутренняя борьба? Рост. То есть кто выше и сам процесс роста, трансформации. Поэтому, давайте так скажем, внутренняя борьба за размеры эго. То есть это еще тот эгоист или тот нарцисс, да. Но у вас может быть то же самое, в принципе. То есть вы можете быть вот подобные, и ваши тени, они вот пересекаясь, создают вот эти конфликтные ситуации, друг друга подпитывают, друг друга расшатывают, но создают такую хаотичную динамику, в которой вы себя чувствуете, и он себя чувствует, в принципе. Он вообще кайфует, а вы так вот как-то еще пока держитесь. Ну, как вы держитесь, напишите мне в комментарии. Окей. Ну, такой вот пока идет поток у меня. Надо водички попить, да? Давайте. Я сделаю маленькую паузу. А вы пока напишите какой-нибудь хороший комментарий. Окей. Ну, хорошо, рост, да? То есть рост у него есть, он растет. Он растет. Давайте тогда спросим, есть ли у него что-то, что он скрывает? Вот так вот. Что он скрывает, да?
Что он скрывает? Или есть ли что-то, что скрывает? Или что он может скрывать? Здесь нематериальная сущность. Не материю скрывает. Идут духи. И идет отречение. Он во что-то, ну как бы здесь вера в центре идет. Он до конца что-то не... Он во что-то до конца не верит. Как минимум не верит в реинкарнацию и в перерождение. Вот это вот он скрывает. Все. Больше я ничего не добавлю, потому что здесь духи, отречение и цикличность времени. Это трансцендентное, поэтому он не верит в какое-то перерождение. До конца не верит. Или не доверяет какому-то перерождению, возрождению. Но учитывая то, что, может быть, он не до конца верит в себе, да, что он, может быть, изменится каким-то образом. Или, может, не до конца верит, что люди меняются. Вот такое вот. Хорошо. Тогда давайте спросим отсюда. Честен ли он перед вами? Честен ли он перед вами? Он честен перед вами там, где не касается его интересов. Там, где касается его интереса, он будет работать как хищник. Поэтому да, но только там, где это не касается лично его интересов. Если только это заходит, ну, вы пересекаете его границы, все, он будет как бы, ну, давайте так скажем, в одной корзине свои яйца не будет. Он будет прятать что-то, какую-то часть. Поэтому, да, до тех пор, пока, ну, пока как минимум не будут нарушены его интересы. Так, до тех пор, пока вы не нарушаете его интересы. О, ну давайте тогда спросим, а как же он тогда себе представляет совместную жизнь с вами через год? Ну, здесь прям выпадает ведьма. Женщина, которая практикует магию. Но тут два варианта. Либо вы его заколдуете и будете вместе, либо он вас заколдует и будете вместе. Ну а соответственно, если он чувствует, представляет себе ведьму и колдовство, он сидит и думает: блин, как я буду с этой ведьмой жить через год? Ну, пока по сути, да. Я скажу так, что от него это, от мужчины это точно не зависит здесь. Здесь зависит от женщины, от ведьмы и от колдовства. От магии, да. Ну, по сути, как он представляет? Как бы он ни представлял, вы как ведьма все сделаете так, как надо, да. Ваша магия сработает, ну, каким-то образом. Поэтому, ну, по сути, давайте так скажу. Учитывая то, что у вас там потенциалище сумасшедшие, а он как бы подпитывается, ну, может он так и будет продолжать, потому что я не чувствую какого-то диссонанса в логике, да. То есть до тех пор, пока вы его интересы не нарушаете, его все это устраивает, да. Вот. Он там сам знает, что он еще тот оборотень, да. И тут и дракон есть, да, душа в душу, как бы, ну, два дракона, он так думает, ну ладно, как-то приживемся. Я-то как дракон на одной стороне горы замка, да, на одном балконе, она на другом балконе. Ну вот такое. Но тем не менее, смотрите, как он себя представляет совместную жизнь. Либо он замагичит вас, либо вы его. Либо сама магия расставит все точки над «и» в этом вопросе. По-другому я здесь никак не хочу добавлять. Вот. Здесь есть и козел, и кошка, поэтому, ну, козел это темная магия, кошка и пентаграмма это светлая магия. Вот. Думаю, что покажет время и покажет магия или чистое магическое намерение, вот такое вот. Окей. Давайте тогда спросим, что изменится,
в его отношении к вам в ближайшее время? Что изменится в его отношении к вам в ближайшее время? Воображение будет меняться, и здесь банши, а банши это разновидность фей, которые издают крики, оплакивая смерть. Но смотрите, вот в ближайшее время у вас есть большой риск потерять друг друга. Сатурн, да, Сатурн, и это утраты, это, ну, такая, как бы, карта похоронная больше, да, выпала. Ну, ваши отношения могут быть разорваны. Волей или неволей судьбы, это раз, Сатурн. Волей или неволей магии. Агрессия здесь есть, вот здесь кража может быть. И здесь оборотень, это может быть сам характер человека повлиять, да, ваши и его, да, то есть вот эти вот обстоятельства будут очень сильно влиять. Поэтому судьба, магия, агрессия и оборотень может дать о себе знать. Поэтому будьте осторожны, и в ближайшее время вас ждет, ну, эта карта как бы она к 13-му аркану, да, относится в принципе, да. А 13-й аркан это у нас роковые изменения в ваших отношениях. Поэтому будьте внимательны, осторожны. Если вам интересно продолжать эти отношения, то не доводите их до наивысшей точки накала, да, или до апогея. Хорошо, давайте тогда спросим, какова ваша истинная роль в его судьбе? Какую роль вы играете в его судьбе? Давайте уже сегодня все карты посмотрим. Все. Ваша истинная роль в его судьбе. Смотрите, вы его трансформируете. Поэтому то, что я говорил, вот эти все гарпии, вот эти все крылатые, там, да, вот и гарпия, и горгона, и здесь и нимфы и так далее, да. Вы как бы ангел, да, такой. Вы можете быть и темным ангелом, кстати, и два темных ангела, да. И, кстати, здесь вот, если вы смотрите на отношения, это больше похоже на близнецовые пламена. Ну, похоже, это опять-таки не 100% вы близнецовые, но... То есть вы несете в свою жизнь, вы влияете на его трансформацию. Поэтому скажу так, скажу таким образом. Вы трансформируете его. Вот так вот. Поэтому, ну, вы для него вестник, посланец. И несете как бы... Он прислушивается к вам, поскольку он, может быть, воспринимает вас как посланником высших сил. Вот таким вот образом. Ну, пока что так. Хорошо. Давайте тогда спросим. А нужны ли вы ему по-настоящему? Вот именно так называется наш расклад сегодня. Или он боится признаться даже самому себе? Нужны ли вы ему по-настоящему? Или он боится признаться даже самому себе? Я вам скажу, что да. Здесь выпадает химера. Химера не лучший знак, но химера часто о чуде. Знаете, здесь есть некий парадокс, да? Нужны ли вы по-настоящему? Химера. А химера, ну, такое, да, создание химерное. Я скажу, что да, тем не менее. И как бы вопреки всему, вот, слышите, вот мне идет, вопреки всему вы ему нужны. Все, больше, возможно, химера, он где-то, может быть, сам себе как-то не верит, да, сам себе пока не верит. Или он боится даже признаться самому себе, что вы ему нужны, вот так вот. Вот. То есть он не боится признаться себе, что вы ему не нужны. Он боится признаться себе, что вы ему нужны. Вот. Поэтому тут химера и выпадает. А химера здесь прямо так и написано. Чудо.
А чудо это не верит до конца в это. Поэтому вот то, что я и говорил, вера вот здесь идет, нимфы это вера. В нем веры, ну как бы, он, понимаете, в чем проблема? Он хочет верить, а надо знать. А вы уже не верите, вы и так знаете, что ваша ведьма, он имеет над ним, условно говоря, некий такой контроль, давайте так скажем, хотя бы, или некую власть, да, где он думает, что у него корона больше, эго больше, а на самом деле-то у вас побольше, ну, возможностей, да, потому что вы больше такая ведьма, а он просто оборотень, да. Ну, так тоже бывает. Ну, кто «Сумерки» смотрел, тот понимает, что оборотни не всегда же плохие бывают. Да? Хорошо. Давайте тогда спросим, а какие у него планы на вас? Какие у него планы на вас? По ситуации. Он ничего сейчас не планирует. Здесь фавн. Фавны обычно это о соблазнении и каком-то, может быть, даже оплодотворении, поэтому... То есть подпитываться, обмениваться энергией и по ситуации. Еще раз, фавн о мужской энергии, которая приносит, соблазняя, приносит некий плод. Поэтому или оплодотворить вас, или обмениваться с вами плодами своего труда и вашего труда. Это такая материальная карта, мелочи жизни какие-то, да. То есть будет видно по ситуации. Не планирует сильно так вот что-то такое. Какие, давайте тогда спросим, какие скрытые желания, исходя из этой карты, да, какие скрытые желания он испытывает к вам? Здесь есть Цербер. Цербер это страхи. Он хочет преодолеть все страхи, связанные с вами, и хочет также, чтобы вы ничего не боялись. Не знаю, чего вы боитесь, я не чувствую, чтобы вы чего-то здесь боялись. Ну, может быть, где-то он вас побаивается, потому что, ну, все-таки там вот эти все гарпии, медузы, горгоны и так далее, да. Может быть, вы сперва гарпия, а потом ангел, да, и на этом контрасте он вас побаивается. Поэтому где-то, может быть, он боится действительно там где-то признаться в себе о будущем, может быть, там боится, что не справится в быту и так далее. А может быть, просто боится планировать все-таки на будущее, потому что здесь вот он не строит каких-то планов, поэтому давайте так, скрытые желания не боятся, да, ничего, вот такое. Ну, хотелось бы ему просто успокоиться. Хорошо, давайте так спросим, есть ли у него кто-то еще, кроме вас? Ну, вот какие-то альтернативные варианты в любовной сфере. Ох, великаны с одним глазом во лбу. Ну, здесь смотрите, прямо циклоп. Пока я не вижу никого. Циклоп это один глаз, один человек. Он видит одного человека одним глазом. Да, Скорпион. Есть у него опыт с другими партнершами? Нет, ответ нет. На данный момент нет. Циклоп это один. Одноглазый. Ну ладно, хорошо. Циклоп так и циклоп. Правда, циклоп с топором, да. Но тут топор есть. Ну, у меня почему-то, что он отсек сейчас пока. То есть, как минимум, ну, он пока не стремится. То есть, есть у него некий опыт, возможно, болезненный, страх какой-то подсознательный. Не готов пока. Не готов на несколько. Может быть, здесь и в этом и кроется какая-то его жестокость, грубость, вот эта карта, да, вот это, тролль вот этот. Поэтому нет, ответ нет. А давайте спросим, что он ждет от вас в ближайшем будущем? Что он ждет от вас в ближайшем будущем? Да пока ничего не ждет. Он ждет, чтобы ничего не менялось пока. Это зависшая ситуация. Вампир, кстати, карта не очень. И скажу так, ну, как бы карта предупреждающая, поэтому да, эта карта просто предупреждает вас, чтобы вы не торопились, чтобы не терять больше энергии. Поэтому
Не ожидайте ничего от него, и он от вас ничего тоже не будет ожидать. Будете ожидать от него, он будет от вас больше ожидать. Поэтому, ну, как минимум, он бы хотел, чтобы вы особо, ну, по этой карте не дергались, да, тут прям летучая мышь или вампир, да. То есть он ожидает от вас бездействия, пассивной позиции, причем либо если вы вампирите его, то, ну, тогда он ожидает, что он даст вам какую-то энергию, а если он вас вампирит, то он ожидает, когда же вы сдадите ему капельку своей крови, да, вот энергии своей. Ну, окей. А давайте спросим, а готов ли он делать первый шаг к сближению, да? Да, потенциально готов. И здесь выпадает единорог. Единорог — это высокочастотные вибрации. Вот, и скажу так, да, и нужно вот, ну, вот как бы вам для этого нужно прокачивать высокие частоты. Здесь синие карты пошли, да, такой мир уже более абстрактный, тонкий, поэтому ответ да, но для этого нужно, ну, как бы настроиться на высокую частоту, да, поэтому, ну, на позитив, давайте так скажем. Окей. Давайте спросим, какие качества вас восхищают его? Какие качества вас восхищают его? Вы знаете, ваше спокойствие прежде всего, ваше умение исполнять его желания, что здесь прям как джин или золотая рыбка, и ваше где-то умение работать с эзотерическими какими-то моментами. Здесь прямо хиромантия, где-то, может быть, вы что-то предвидите, предсказываете, или, ну, ваша мудрость какая-то, ваш жизненный опыт. Вот это вот все его очень-очень устраивает. Давайте спросим, чего опасается в отношениях с вами. Чего опасается в отношениях с вами. Видите, он боится сближаться. Здесь мандрагора. Все-таки он близости боится такой. Опасается, как минимум, да. Ну и может опасаться, все-таки здесь в зародыше каком-то идет. Прям оплодотворение, сближение. То есть детей может опасаться. Может опасаться. Может этого опасаться. Хотя будет говорить при этом, что хочет. Помните, у нас вроде бы как было бы слияние прям изначально, да, но оно, видите, тут всплыло. Мандрагора — это об объединении, о форме человека, да. Может еще опасаться неверности. Вот это тоже есть тут такой аспект. Давайте спросим его, ну вот как бы тактика, или, да, не тактика, а стратегия по отношению к вам. Какую он стратегию выбирает? Вот. Стратегия — это там вот о будущем, да, каком-то. То есть как он видит вот стратегию будущего, да, в отношении с вами. Ну, понимаете, как он хочет понять, кто есть кто в этих отношениях. Здесь различия. Вот, и он хочет отличать себя от вас. Он не хочет, чтобы было какое-то полное слияние. Где-то, может быть, он хочет, чтобы, допустим, котлеты отдельно, мухи отдельно. Почему-то мне такое приходит, да? Ну, как бы, вот, где твое, где мое. То есть, о каких-то границах, да? То есть, у меня почему-то здесь идет Сатурн. С одной стороны, голова человека, а туловище льва, хвост скорпиона. Здесь, ну, то есть он хочет, может быть, где-то понимать все скрытые моменты, подводные камни, особенно с точки зрения своей агрессивности, может быть, вашей агрессивности, или своих притязаний на что-то материальное, ваших притязаний, или каких-то подводных моментов, которые вы еще не проявили. Скорпион и лев — это скрытая власть, скрытая агрессия всегда. Ну или коварство какое-то, да, сильное коварство такое.
Ну, то есть он где-то какие-то моменты еще не до конца понимает, поэтому он и не идет на полное открытие, да, вот по Мандрагоре он единиться не готов еще объединиться или слиться воедино для какого-то результата. Вот. Давайте тогда спросим, какие препятствия мешают развитию ваших отношений? Ну, осталось 4 вопроса, да? Какие препятствия мешают развитию отношений? Вот этот вот. Ну, смотрите, здесь сфинкс с грудью женщины и телом льва, да? Ну, скажу так. Может быть, и женщина вам мешает, может быть. Но могут мешать и темные силы, и может быть даже темная магия. Здесь и выбивалка Анг, да, есть крест. Здесь есть и руна Геба, слияние. И здесь есть женские аспекты, поэтому смотрите. Могут мешать темные силы, мешают объединению, могут быть энергии кладбища идти. Вот. И просветление это тоже что-то нечистое. Поэтому темные силы, женщина, может быть энергия женщины магического характера. Поэтому все-таки сфинкс это еще раз чудовище с лицом и грудью женщины, а телом льва. Поэтому где-то какая-то агрессивная женщина, возможно, влияет еще на это темные энергии. И где-то кто-то подгребает эту энергию, либо вы, либо он. Может ли это быть ваша энергия там? Ну, тут уже нужно смотреть там как-то, я не знаю, то есть по вашей ситуации это общий расклад в принципе. Но насколько вы чувствуете, что вас одолевает энергия кладбища, да? Если это одолевает вас, ну тогда да, это может быть. Если нет, тогда это скорее всего внешнее, да, какое-то влияние, да. То есть не то, что вы с ней работаете, с этой энергией, а не вы источник этой энергии, а на вас эта энергия идет, и на него, соответственно, же где-то. Поэтому, если чувствуете, что что-то нечистое и кладбищенское, вот как бы препятствие именно выпал сфинкс, поэтому желательно проверяться. Если не чувствуете, что что-то такое прям потустороннее идет, значит, ну, пропустите эту карту просто, ну, она не ваша, да, она вам не резонирует. Ну, вот как-то так. Мы же не делаем здесь диагностику на негатив, а она, кстати, про негатив. Сфинксы всегда защищают от негатива, да? Ну или от черного глаза или с глаза. Видите, здесь черный с глаз. Ну и мне не нравится вот этот вот. Тут такой как покойничек лежит вот на этой карте. Ну не буду показывать. Окей. Хорошо. Еще 3 карты у нас. Давайте тогда спросим, какую тайную надежду он возлагает на ваши отношения. Вот на что он там надеется еще, да? Давайте вот это. Он надеется на доверие, что вы будете друг другу доверять. И здесь прям выпадает демон и падший ангел. Поэтому я вам, кстати, рекомендую, если у вас прям все из рук вон плохо, проверять. Здесь демон и сфинкс, а это о чем-то плохом. Поэтому если подозрения есть, они у вас не беспочвенны. Но, тем не менее, он надеется на то, что вы будете друг другу доверять, и избавитесь от всех демонов и падших ангелов в ваших отношениях. Интересно тогда. В финале у нас пошла чернуха, да, она не выпала сначала, да, она выпала в конце. Но мы на всю колоду сегодня, видите, я решил погадать. Давайте тогда спросим. Вот 2 вопроса осталось. Какой момент в ваших отношениях он считает самым главным? Так вот перемешаю. Давайте вот это. И все-таки здесь гениальность. То есть он считает, что эти отношения, стоят того, чтобы, несмотря на весь абсурд, парадокс и все самое мыслимое и немыслимое, это имело место быть на материальном уровне. Здесь такая даже страна Австрия выпадает, а валюта гривна почему-то выпадает, да, и ножницы, и грибы здесь, и Юпитер, и потери, и прибыли какие-то, такое материальное, что-то такое теплое. Знаете, самое важное это то, что это есть. То есть он ценит сам факт бытия.
Ну, в этом и есть суть глубины этих отношений. Я же вам сразу сказал, они не просто так, знаете, просто встретились. Это что-то очень глубокое. И последняя карта. Давайте спросим, а что он никогда не скажет вам, но об этом думает прямо сейчас? Что никогда не скажет вам, но об этом думает прямо сейчас? Выпадает Минотавр. Минотавр — это всегда преодолеть страхи, да? Своего разума и свобода. То есть подсознательно он боится быть в союзе. И вот с этими страхами ему приходится бороться. Возможно, вот эти две карты говорят о его внутренних демонах. И если вы четко знаете, что в ваших отношениях нет никаких соперниц и никакой магии, ну тогда это все его внутренние страхи. А если вы знаете, что есть какая-то соперница, то она, скорее всего, еще просто усиливает эту несвободу и его внутренние страхи, о чем он тщательно молчит и скрывает. А мы пришли сюда с вами, взяли и все открыли. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. И помогайте силам света бороться с силами тьмы, которые лезут на свет. Сами знаете откуда. Все будет хорошо. Оставайтесь на связи.